Зима в Нью-Йорке – понятие философское. Она есть, и одновременно ее нет. В календаре январь, а на улице дожди, слякоть и странное ощущение в голове, что кто-то забыл переключить сезоны. Но зима притаилась недалеко. На севере штата Нью-Йорк лежит горный массив Адирондакс. 48 тысяч квадратных километров дикой природы, где зима чувствует себя как дома. Это место, где природа не подстраивается под человека, и ты либо принимаешь правила игры, либо лучше остаться дома с чашкой какао и документальным фильмом о дикой природе. Мы выбрали первое. Дорога на север – это путешествие сквозь климатические зоны. Сначала серые пригороды, потом холмы, покрытые голыми деревьями, потом первые пятна снега на обочинах, как будто кто-то пролил белую краску и забыл убрать. А потом пейзаж меняется резко, словно щелкнул выключатель. Снег повсюду. Деревья превращаются в белые скульптуры. Дорога сужается, петляя сквозь лес, а впереди встает стена гор. Темная, молчаливая, внушительная. Мы въехали в зиму, и зима приняла нас с распростертыми объятиями. Холодными объятиями. Куда нас опять занесло? Вокруг тишина, какую можно услышать только там, где цивилизация еще не успела установить вышки сотовой связи. Вместо шума соцсетей ты начинаешь слышать собственные мысли, а потом и они замолкают. Это значит, что разум снова готов воспринимать новое. Первый день холодно и пасмурно, валит снег, но мы все-таки решаемся проведать местную горнолыжку. На вершине мы понимаем, холодно – это мягко сказано. Это то состояние, когда твое лицо больше не чувствует холода, потому что оно просто перестало чувствовать вообще. Когда пальцы в перчатках превращаются в абстрактное понятие, а не функциональную часть тела. Прилег? Ты опасно прилег прям в кусты. Пришлось напомнить себе, что мы люди, а не белые медведи, и прибегнуть к плану «Б», отложить катание на потом и вернуться в домик, готовить барбекю. И это была разумная стратегия. Иногда храбрость – это не пробивать стены, а выждать момент. Особенно, когда альтернатива – теплый очаг и стейки на гриле. Ущелье высоких водопадов. Интригующее название. А на входе интригующая процедура. Нас снаряжают кошками. Кошки в данном случае – это не мяукающие пушистики, а металлическая конструкция, которая крепится к обуви, чтобы передвигаться по льду. Нам говорили, лед скользкий, каньон глубокий, будьте осторожны. Но оказалось все не так. Каньон не требует усилий для преодоления, он просто есть. Как есть и дорожки, ступеньки, мостики, перила – все для удобства посетителей. Водопады зимой – это необыкновенное зрелище. Вода не исчезает, она замедляется и превращается в форму. Замерзшие потоки нарастают слоями, как будто время откладывается прямо на скалах. Ледяные сталактиты свисают с уступов, создавая причудливые узоры. И это не застывшая красота, а вечное движение, просто сейчас в другом темпе. Даже в сильный мороз внутри льда и на дне каньона вода продолжает работать, течет, журчит, точит камни. Путь ведет по деревянным мостикам, подвешенным над пропастью. Внизу темная вода, пробивающаяся сквозь ледяные завалы. Вокруг стены каньона, покрытые ледяными наростами, похожими на кружевные шторы. А в конце пути неожиданный сюрприз – костер, возле которого можно согреться, и бесплатные маршмеллоу – сладкие зефирки, которые в Америке принято жарить на палочках. После обеда мы решили заехать в затерянный в горах городок со знакомым именем. Это Лейк Плэйсид. Выглядит как спокойная американская провинция. Уютные домики, заснеженные улицы, горы вокруг.
Но у этого городка неожиданно громкая история. Это единственный город США и один из немногих в мире, который дважды принимал зимние Олимпийские игры. Повторюсь, дважды. Маленький городок в глуши Адирондакс, где постоянное население меньше 3000 человек, дважды становился центром мирового спорта. Представьте, 1932 год. Великая депрессия, страна в кризисе, а где-то в горах штата Нью-Йорк, где нет ни дорог, ни цивилизации, строят олимпийские объекты. Но Лейк Плэсид справился, и почти через 50 лет, в 1980-м, сделал это снова. В отличие от Красной Поляны, Лейк Плэсид не стал большим курортом. Он всегда балансировал между спортивной дисциплиной и провинциальной тишиной. Здесь много олимпийской инфраструктуры – трамплины, ледовые арены, бобслейная трасса. Но все это гармонично вписано в дикие просторы гор. Горы задают масштаб, в котором нам, людям, отведено скромное место. Туристы приезжают сюда за экстримом и движением, кататься на лыжах, санках, коньках, но возвращаются потому, что просто влюбляются в Адирондакс. В эти горы, которые не пытаются впечатлить, в эти леса, которых не интересует твое мнение, и в эту тишину, которая громче любых слов. Последний день мы твердо решили посвятить катанию на лыжах, какой бы мороз ни случился. Но погода вознаградила наше терпение. Наконец-то ярко-синее небо над головой, сверкающий снег под ногами и головокружительные просторы вокруг. Название этой горы – White Face, и это не детская горка для новичков. Это серьезный склон с перепадом высот больше километра. Один цикл подъема и спуска занимает 30 минут, и каждый раз это новое приключение. На вершине горы сказочный лес из заснеженных елок. Они стоят как стражи, покрытые толстым слоем снега, и создают ощущение, что ты попал в иллюстрацию к зимней сказке или рекламу скандинавской мебели, одной из двух. Трассы уходят вниз, как бесконечные дороги с развилками, пугая своей неизвестностью и непредсказуемостью. Дай мне свое интервью. Что ты сейчас делаешь? Отдыхаю, сижу. Короче, такая гора, что ее вообще не проехать без отдыха. Не, можно, но под конец что-то Да, все дороги ветвятся, вот сейчас развилка. И мы повернули куда-то на новое, да. Проверим. Но помечено голубым. Правда, тут такое голубое, что... Ух! Нормально все есть. И это синяя трасса по их меркам? Наверное, черная все же. Я тоже думаю. А синяя-то куда подевалась? Я не знаю. Горнолыжные трассы маркируются цветами. Зеленый для новичков, синий – средняя сложность и черный для тех, кто уверен в себе или очень плохо оценивает риски. Проблема в том, что все эти маркировки – результат рандомного измерения. Синяя трасса на White Face внезапно может стать черной, когда склон уходит вниз, и ты понимаешь, что следующие несколько минут будешь либо спускаться на тормозах, либо лететь без управления, судорожно вспоминая все, что не успел завершить в этой жизни. Но иногда бывают и приятные остановки. Этот домик появился неожиданно, как подарок в самую нужную минуту. Представьте, вы затеряны среди гор, замерзаете, думаете, все, больше не могу. И вдруг раз – уютный приют, тепло, запах дерева и горячего чая. Мы катались целый день до тех пор, пока ноги не перестали держать, а разум не слился с природой. И все это было словно метафора к жизни.
Иногда ты летишь, потеряв тормоза, иногда сворачиваешь и отступаешь. Но если продолжать двигаться, то обязательно найдешь тепло там, где ты не ожидал. Или упадешь головой в сугроб на ровном месте. Так тоже бывает. На этом все. Спасибо всем, кто досмотрел. Меня иногда спрашивают, в чем смысл такого отдыха. Мы с вами живем в мире, где все заточено под комфорт, где можно заказать еду, не вставая с дивана, где температура регулируется термостатами, а наши с вами удовольствия, интересы, предпочтения алгоритмами. И в таком мире встреча с природой – это как возвращение к реальности. К реальности, где зима – это не просто картинка на экране, а ощущение мороза на лице, где высота – это утомительные подъемы и головокружительные спуски, где усталость – это не душевная хандра, а достижение физического и эмоционального предела. И вы знаете, в такой реальности есть что-то освежающее.